Добрый день, уважаемые коллеги. Я прежде всего хотел бы поблагодарить вас за работу в прошедшем году. Вы предложили ряд интересных идей, системные проекты, смогли объединить вокруг них деловые круги экспертов, представителей гражданского общества, да, и с органами власти поработали достаточно эффективно. Налажено взаимодействие и с новыми институтами, такими как Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, Корпорация развития малого и среднего бизнеса. Должен отметить, что такое широкое сотрудничество помогает добиваться практических результатов в интересах всей экономики, всей страны. В прошедшем году при вашем активном участии в целом выполнены дорожные карты национальной предпринимательской инициативы. Серьезно изменилась законодательная и нормативная база. Объективным механизмом оценки правоприменения на местах в субъектах Российской Федерации по поддержке бизнеса стал национальный рейтинг инвестиционного климата. Важно, что вы организовали контроль со стороны предпринимателей за качеством исполнения принимаемых нормативных актов. Прежде всего на уровне регионов и муниципалитетов. Убежден, результаты таких проверок должны быть открытыми для всего общества, для граждан, и, безусловно, это будет помогать улучшать деловой климат и в дальнейшем. И, что важно, станет действенным антикоррупционным механизмом. Отмечу и весомый вклад агентства в развитие системы подготовки кадров на основе международных стандартов. Важным событием считаю завоевание права проведения в 2019 году в Казани мирового первенства, мирового чемпионата по рабочим профессиям, которое, как уже говорил, должно послужить хорошим стимулом для развития всей системы отечественного профессионального образования, для повышения престижа рабочих профессий. Рассчитываю, что и в наступающем году, уже так скажем, в наступившем году, агентство будет активно участвовать в реализации наших общих стратегических задач, обозначенных в послании Федеральному собранию. На что хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги. Первое. Важнейшее условие динамичного развития страны – это, конечно, расширение свободы ведения бизнеса, свободы предпринимательства. Хочу еще раз повторить, многие барьеры в федеральном законодательстве сняты. И сейчас принципиально важно обеспечить грамотное применение принятых уже решений, норм, и прежде всего, конечно, на местах. Распространить на всю страну лучшие практики с предпринимателями. Задача агентства – содействовать формированию в регионах по-настоящему эффективных, современных мыслящих управленческих команд, которые понимают запросы бизнеса, видят в предпринимателях ключевых партнеров в развитии экономики страны и в развитии экономики в субъектах Российской Федерации. Просил бы агентство создать, как мы уже об этом говорили, вот сейчас только с Андреем Ивановичем обсуждали это, развивать центр обмена лучшими практиками. Я знаю, что вы договорились это сделать на базе Академии госслужбы, в виде такого постоянно действующего семинара, можно сказать. Надо попробовать, и нужно, конечно, запустить этот механизм. Нужно, чтобы он заработал по-настоящему. Второе. Вы начали серьезный, значимый проект «Национальную технологическую инициативу». Совместно с экспертным, научным сообществом, с бизнесом сформулированные конкретные шаги по развитию ряда перспективных направлений. И сейчас важно строго выдержать сроки, консолидировать ресурсы, в том числе и институтов развития. Далее. Вчера на совещании с членами правительства обстоятельно говорили и о разработке современных профессиональных стандартов, внедрение на их основе новых образовательных программ. И здесь нужно ориентироваться на самые передовые международные требования. В этой связи нужно и дальше повышать роль так называемых чемпионов по российским и по рабочим и инженерным профессиям, роль чемпионатов, проведения таких вот конкурсов, как ключевых инструментов оценки качества отечественной системы подготовки кадров.
В послании уже говорилось о необходимости сформулировать национальную систему таких чемпионатов, как молодые профессионалы, которая бы включала и соревнования для ребят более младшего возраста, от 10 до 17 лет. Хотелось бы сегодня услышать ваше мнение на этот счет, какие есть здесь идеи, предложения, как идет работа по развитию новой модели дополнительного образования для школьников. Ну, давайте поговорим обо всем этом поподробнее. Слово Андрею Сергеевичу Никитину, пожалуйста.